прошлом видео я подробно показала, как сделать этот вариант декоративной штукатурки из обычной шпаклевки и краски. Плюс на моем канале можно найти множество роликов фактурной штукатурки, которые в совокупности набрали более 20 миллионов просмотров. Я показываю, как любой этот декор можно сделать своими руками из доступных материалов, без профессионального мастера-декоратора, который возьмет за свою работу в 10 раз дороже самих материалов. Но возникает вопрос, если это так просто и выгодно, почему до сих пор декоративная штукатурка полностью не вытеснила обои и краску? Я уверена, что это страх. Не столько страх попробовать что-то новое, а сколько отсутствие информации о том, как переделать декоративную штукатурку, если, например, надоел цвет или фактура. Полное непонимание того, что мне делать, если захочется вернуться к привычным обоям или краске. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Не о создании декора, таких видео тысячи, а именно о том, как взять самый популярный вид декоративной штукатурки и вернуть стенам гладкую поверхность. Более того, как при этом улучшить качество подготовки стен, если оно изначально было неподходящим под покраску или обои. Первым делом необходимо убрать глянец с вершин фактуры, то есть заматировать их и слегка зацарапать. Сделать это можно вручную 60-м абразивом, либо при помощи шлифовальной машинки, используя такой же абразив. Если декор покрыт защитным слоем лака или самодельного воска, рецепт которого я много раз показывала, то делаем все то же самое. Если фактура просто покрашена глубоко матовой краской, то можно ее не шлифовать. После шлифовки необходимо поверхность протереть влажной тряпочкой, чтобы удалить остатки пыли. Грунтовать шлифованную краску не нужно, грунт просто в нее не впитается и только ухудшит сцепление материалов. После того, как протерли всю поверхность, берем грунтовку и наносим ее на те места, где у нас вскрылась шпаклевка. Вот как раз в этом случае есть смысл грунтовать такие участки. Грунтовка проникает в глубину фактуры и укрепляет ее. После нанесения грунтовки даем ей полностью высохнуть. Далее переходим к заполнению всех углублений шпаклевкой. Фактура декора у меня сделана из обычной гипсовой шпаклевки, поэтому я использую точно такую же. Если вы создавали рельеф декора цементной или полимерной шпаклевкой, то заполняйте тем же материалом. Сейчас мы должны плотно забить все углубления материалом, поэтому на данном этапе используйте кельму или небольшой шпатель, так работать будет удобней. Ничего сложного тут нет, шпатель скользит по вершинам фактуры как по направляющим. Заполнили все углубления и оставляем шпаклевку полностью высохнуть. После того, как первый слой шпаклевки высох, наносим второй при помощи широкого шпателя. Сейчас главное вовремя убрать пузырьки, которые образуются из-за воздуха, оставшегося в мелких впадинах первого слоя. И если остаются мелкие неровности и наплывы шпаклевки, то ничего страшного, мы их уберем на этапе шлифовки. Сделали основную плоскость и теперь переходим к углу. Здесь просто распределяем шпаклевку от угла в стороны. В таких сложных участках всегда работаем максимально аккуратно. Нанесли второй слой и оставляем шпаклевку полностью высохнуть. А далее шлифуем поверхность 240-м абразивом, убирая мелкие дефекты, оставшиеся от шпателя. Во время шлифовки, особенно если делаете это вручную, используйте защитную маску от пыли с уровнем защиты FFP2 или 3. После шлифовки обязательно грунтуем поверхность, укрепляющей грунтовкой или грунтом глубокого проникновения. Хорошо отжали валик и обязательно начинаем нанесение грунтовки снизу вверх. Таким образом она хорошо впитывается в шпаклевку и не брызгает в стороны. Двигаясь валиком снизу вверх, мы как бы выжимаем грунт из него о поверхность. Валик образует волну грунтовки перед собой, и основание впитывает столько материала, сколько ему нужно. После высыхания грунтовки наносим клей для стеклообоев. Также можно клеить стеклохолст на шпаклевку. То есть берем акриловую готовую шпаклевку, накатываем ее валиком на стену, прикладываем стеклохолст и утапливаем его в материал, разглаживая и прижимая кельмой или шпателем. Нанесли клей на первый участок, далее одеваем перчатки и приклеиваем стеклохолст. Аккуратненько прикладываем заранее отрезанный лист к поверхности. Теперь берем кельму и хорошо разглаживаем стеклохолст, придавливая его к стене.
Работать с ним гораздо легче, чем клеить обои. Приложили плюс-минус ровно, пригладили. Далее берем следующий лист и приклеиваем его внахлёст на предыдущий. После прорезаем стеклохолст извилистой линией вместе нахлёста, убираем часть верхнего листа и аккуратненько извлекаем часть нижнего. Как видите, ничего сложного тут нет. Убрали обрезки и получили идеальный стык. Остается только хорошо все разгладить кельмой. Особое внимание уделяем углам. Хорошо разглаживаем стеклохолст краем кельмы, чтобы сформировать четкий угол. Внимательно следим, чтобы не было никаких заломов и складок, и все лишнее обрезаем канцелярским ножом. После поклейки стеклохолста даем ему высохнуть в течение суток. После можем окрасить данную поверхность и сохранить текстуру переплетения нитей. Если же такой эффект вам не нравится, то наносим полимерную шпаклевку. Я использую готовую финишную шпаклевку, которая продается в банках. Открыли, перемешали и можно сразу наносить. На такие шпаклевки можно сразу и сам стеклохолст клеить и перекрывать его сверху. Как правило, они более эластичные и глубже проникают в структуру стеклохолста, легче заполняют пустоты между переплетениями нитей, и в итоге мы получаем более плотную поверхность. А вот цементная или гипсовая шпаклевка тут вообще не подойдут. Гипсовая быстро сохнет, а цементная имеет слишком крупную фракцию. Закончили с нанесением первого слоя шпаклевки. Далее даем ей полностью высохнуть и наносим второй слой. После того, как он высохнет, приступаем к шлифовке. Для этого я использую 320 зерно. Во время этой работы обязательно используйте боковое освещение. Это не обязательно должна быть профессиональная проявочная лампа. Подойдет и самый простой небольшой прожектор. После шлифовки мы получили качество подготовки уровня Q3. То есть это поверхность, которая отвечает определенным критериям. Более подробно об этом я рассказываю в 12 бесплатных уроках моего курса, ссылка в описании. Уровня Q3 будет вполне достаточно для приклеивания любых обоев, а также окраски шелковисто-матовыми и глубоко матовыми красками. Плюс можно наносить практически любые фактурные декоративные штукатурки. Для них это даже чересчур хорошее основание, так как в большинстве случаев достаточно качества Q2 или даже Q1. Также на поверхность Q3 можно наносить венецианскую штукатурку и различные фактурные краски. Да и для большинства тонкослойных материалов типа декоративного шелка, песка, велюра качества Q3 будет достаточно, и декор не подчеркнет дефекты стен. Есть, конечно, условия эксплуатации и декоративные материалы, для которых качество подготовки поверхности нужно лучше, чем тут, то есть Q4. Но это очень редкие случаи с боковой подсветкой стен или тонкослойными глянцевыми покрытиями, которые делают заметными те дефекты, что были не видны до нанесения самого материала без проявочной лампы. В этом видео был показан вариант переделки фактурной штукатурки и создания поверхности качества Q3. Если тема окажется для вас интересной, я подготовлю отдельное видео о том, как правильно переделывать основные профессиональные декоративные покрытия на примере образцов, которые я создала для уроков моего обучающего курса. Эта информация будет полезна не только тем, кто задумывается о применении декоративной штукатурки у себя дома, но и начинающим мастерам. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!